Друзья, всем привет! Сегодня у нас интересная тема про подготовку к переезду в другую страну. Давайте сразу же, если вам не интересно куда-то переезжать, если вам и так отлично там, где вы живете, то это видео не для вас. Поэтому выключайте, здесь для вас не будет никакой полезной информации и лучше потратить свое время на что-нибудь другое, более полезное для вас. Тем же, кому эта тема интересна, двигаемся дальше. Думаю, что здесь будет для вас кое-что полезное. Для начала хочу сразу же отметить, что переезд, неважно какой, даже переезд из одной квартиры в другую, со съемной на съемную, это все равно какой-то стресс, какое-то время и требует подготовку. А если мы говорим о переезде в страну, в другой город, то здесь стресса еще больше, и относиться к этому просто легкомысленно нельзя. Многие мои знакомые, которые осуществляли переезды в другие страны, начинали готовиться к переезду, к этому глобальному переезду за несколько месяцев, а то и за полгода или за год. И почему я решил записать данное видео? Прежде всего, потому что переезд, как бы мы его себе в розовых очках не рассматривали, он может нести большое количество сложностей и некоторых даже приводить к депрессиям. С чем это связано? Прежде всего, когда вы взрослый человек, переезд и начало быта за границей, он может не совсем совпадать с вашими ожиданиями. И, к примеру, вот один из моих друзей, который переехал в Нью-Йорк, у него были проблемы с поиском работы. Он достаточно длительное время искал ее и очень сильно по этому поводу переживал, потому что в течение нескольких месяцев, я точно не помню, 4, 5, 6 месяцев он искал работу, и ему предлагали абсолютно никакие варианты. Но о моем нью-йоркском друге это вообще отдельная история, и у меня есть несколько записанных видео с ним из Нью-Йорка, как он готовился к переезду, что он делал, сколько денег ему надо было. У меня есть отдельные видео, зовут его Андрей, и ссылочки на это видео я поставлю в описании к данному видео, поэтому кому интересно, можете посмотреть реальную историю. Я взял лишь 2 чемодана и 1 сумку, своего ребенка, жену, и мы вместе все поехали переезжать. С чего начинать подготовку к иммиграции? В первую очередь, каким бы банальным ни казался совет, но перед тем, как переезжать в другую страну, имеет смысл посетить ее и желательно не один раз. Это может, конечно, показаться очевидным, но, как показывает практика, далеко не все знакомятся со страной прежде, чем уехать туда. Более того, необходимо понимать культуру выбранной страны, ее менталитет, ее традиции, обычаи и особенности, чтобы они не стали для вас сюрпризом, когда вы переедете. Есть вещи и такие привычки иностранцев, о которых сразу не узнать, но зато о них прекрасно знают те люди, которые в свое время тоже эмигрировали в данную страну. Лучше всего о странностях местных жителей узнавать именно у приезжих, так как то, что считаем странным мы, очень вряд ли посчитают странным сами жители этой страны. Я настоятельно рекомендую поискать своих соотечественников в той стране, куда вы собираетесь эмигрировать. Это абсолютно несложно сделать, и можно найти соответствующие группы ВКонтакте, в Фейсбуке, сейчас в Инстаграме. Если вы не хотите искать группы какие-то, ну там, скажем, русскоговорящие в Италии или русскоговорящие в Англии. Я когда сам учился в Лондоне, переезжал в Лондон, я искал в Фейсбуке группы, русские какие-то сообщества, их там куча. Если же вы стесняетесь это делать, не хотите никому писать, какие-то задавать вопросы, можно найти, скажем, гид в Милане, да, или там гид в Мадриде. Заплатить человеку какую-то сумму денег за его помощь, за его рассказ, и они вам очень много всего расскажут и покажут. Есть еще за границей определенный интересный сервис, который оказывают местные жители. Это жизнь и учеба у преподавателя. Вы, к примеру, у вас плохой язык, вы можете поехать, остаться у преподавателя. Этот преподаватель вам и даст уроки какие-то, и организует, ну, скажем так, введение в страну. Этой услугой
пользуется достаточно большое количество человек. Те, кто хотят учиться за рубежом, они переживают, прежде чем ехать независимо в какое-то учебное заведение и одному там находиться, да, они едут вот именно к такому преподавателю. Это как мини-тур, только вы едете к конкретному человеку. Если вы хотите больше об этом узнать, я вам ссылочку прикреплю также к этому видео про обучение и жизнь у преподавателя дома. Ну а если мы опять же возвращаемся к группам, то, как правило, многие идут достаточно легко на такое всякое общение. Иностранцы за границей, если они уже находятся в такой группе, то они это сделали по какой-то причине. Да, какие-то связи, коннекшензы. Поэтому общайтесь, находите, ищите. Очень советую. Еще одна ошибка, которую чаще всего допускают новоиспеченные иностранцы – игнорировать русское сообщество или же местное сообщество. Есть, скажем, те, кто решает полностью отрезать себя от русскоговорящего мира, а потому с головой окунается в местную культуру и общается только с иностранцами. И есть те, кто делают наоборот, кардинально наоборот. То есть общаются только с русскоговорящими людьми, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Кстати, это очень хорошо проиллюстрировано в моем видео о знаменитом Брайтон-Бич, тоже советую посмотреть. В любом случае, ребят, метод из крайности в крайность – это не очень хорошая идея, и во всем нужен баланс. Еще один, скажем, банальный совет – это изучение языка той страны, где вы будете находиться. Я думаю, что это и так понятно, но, тем не менее, многие этого не делают. Скажем, вы купили недвижимость в Испании и приезжаете туда отдыхать и жить у себя дома. Зачем вам язык? Да? У вас и так все есть. Другой момент – это когда переезжаешь по работе, скажем, в филиал русской компании. И вы приезжаете, там русские представители, и у вас основное общение на русском языке или на английском языке. Следующий момент переезда – это когда вы едете в иностранное учебное заведение, допустим, в учебное заведение в Испании, где вы учитесь на английском языке. Зачем вам испанский? Так или иначе, вам необходимо будет, скажем, выживать в местной среде, ходить в магазин, покупать билет на метро, подавать документы для вида на жительство и так далее. И незнание местного языка может существенно замедлять процессы. И чем раньше вы начнете учить язык той страны, куда собрались, тем лучше, спокойнее и лучше. Очевидно, что лучше приехать с определенной базой, нежели учить язык на месте, когда и будет и так куча проблем и реально будет сложно вывозить. Даже если вы уже владеете местным языком и едете учиться, не думайте, что это будет просто. Разговорный язык, академический язык и профессиональный язык – это абсолютно разные вещи. Если есть возможность, начинайте уже до переезда изучать профессиональные термины и читать соответствующую литературу. Это ощутимо ускорит процесс учебной адаптации. Разлука с домом и родными может вызвать грусть куда больше, чем вы думаете. Чтобы хотя бы снизить уровень тоски, привезите с собой что-то, что напоминает вам о доме. Это особенно любят делать девочки. Мягкую игрушку, плед, набор картин. В общем, нужно создать атмосферу, и здесь нужно дать волю фантазии. Еще одна очень крутая штука, проверенная на практике, которая помогает снизить уровень этой самой тоски, это хобби. И хобби желательно придумать себе похожее на то, что вы делали в своей родной стране. Пусть так и будет. В общем, хобби. И желательно заниматься тем, чем вы занимались у себя дома. Это очень сильно отвлекает. Или придумать себе какое-то еще новое увлечение. Йога, фитнес, триатлон, серфинг, просто катание на велосипеде, баскетбол, есть куча всяких уличных команд, футбол, да все что угодно. Те, кто переезжают в Канаду, просто обожают заниматься всякими outdoor активитисами, хайкингом, куда-то выдвигаться на природу, на машинах, сплавляться на каяках, байдарках. Кстати, о байдарках. Когда у меня в прошлом году отменилась поездка в Канаду, большая поездка в Канаду на 3 недели, и мы сидели дома, никуда не выезжали, и все это по QR-кодам, я снял видео про путешествие на байдарке в Московской области. Посмотрите это видео, очень интересно, оно недавно было номинировано на приз
YouTube контеста блога про путешествия. А у меня есть второй канал про путешествия, если вы не знали. Видео, вот ссылочки, посмотрите. Получилось неплохо. Как раз идея байдарки была взята вот с идеи путешествий на байдарке по Канаде. Что я планировал там делать? Если вы переезжаете один, то это еще труднее, чем когда вы переезжаете с семьей или друзьями. Чтобы не было страшно и одиноко, найдите таких, как вы, кто тоже в одиночку собрался в выбранную вами страну. А еще лучше в выбранный город. Возможно, так вам будет проще искать квартиру для съема. Кстати, о квартирах для съема. Здесь, кстати, очень помогают языковые центры за границей, потому что когда вы приезжаете в языковой центр, помимо того, что вы учитесь, вы еще вливаетесь в эту всю среду, в общение, и, как правило, в языковом центре есть резиденции, ну, это общаги, да, по-нашему. Вы можете остаться в этой общаге и снимать комнату с кем-то из местных чуваков. Они учатся в языковом центре, чтобы также или работать где-то за границей, или учиться потом где-то за границей. Поэтому это хороший вариант для знакомства. И часто такие знакомства и такая дружба длится годами. Также проверено на личном опыте. Переезжая в другую страну, как бы это банально ни звучало, вам необходимо иметь какое-то место жительства. Я не говорю сейчас о купленной квартире или о квартире, которую вы снимете в долгосрочную аренду. Я говорю просто о каком-то местожительстве хотя бы на несколько месяцев. У вас должен быть такой вариант, вы должны это продумать, потому что часто поиск жилья является достаточно сложной темой. Когда вы только приезжаете, первые попытки найти жилье, они могут быть не совсем удачные. Цена может быть сильно завышенная, само жилье может быть недостаточно качественное, не в том районе, где вы хотите. В общем, ситуаций может быть много, поэтому занимайтесь этой темой заранее. Пункт 5. Совет суровый, но правдивый. Снимите, ребята, розовые очки. Многие люди, готовясь к переезду, уверены в том, что как только они переедут, у них моментально все начнет получаться. Они найдут работу мечты, моментально получат стипендию, если мы говорим о вузе, найдут друзей и любовь всей своей жизни. Конечно, кому-то в действительности может повезти со всеми этими пунктами, но вы должны быть готовы ко всему, потому что что-то всегда может пойти не так. А главное, вы должны понимать и принимать тот факт, что если все не сразу получается, то это нормально и необходимо время. Здесь, кстати, еще раз делаю отсылку на видео с Андреем, который переехал в Нью-Йорк. Он там детально рассказывает о всех этапах. По этой причине стоит заранее продумать как можно больше нюансов, накопить нужную сумму денег и умножить ее на 3. Можно еще и докопить сверху, так как непредвиденные обстоятельства тоже так или иначе будут. И, конечно, ребята, у вас всегда должен быть план Б. Нельзя только использовать один вариант, что вот вы сейчас приедете, скажем, в Германию, Италию или Испанию, и у вас все пойдет так, как вы себе запланировали. А если нет, что вы будете делать? Нельзя все пускать на самотек. Еще раз, план Б. И, конечно, обязательно у вас должна быть цель. То есть, если вы там не просто едете, тыкаете пальцем, да, и едете куда-то, а вы едете целенаправленно в Испанию, или целенаправленно в Германию, и цель, скажем, учеба, или цель, скажем, работа, и вы должны знать, куда вы конкретно поедете. Ну и, ребята, если вы в настоящий момент находитесь, скажем, на распутье и планируете переезд, но не знаете куда и зачем, пишите в комментариях, что вы хотите знать о какой стране или о странах. Если вы хотите знать больше про учебу, пишите, что вы хотите знать. Я запишу про это следующее видео.